Всем привет, друзья! С вами я, ютубер Сергей. Мы покинули нашу первую квартиру. Сейчас ждем трансфер и будем переселяться в новое жилище. Переселимся, разберем там наши вещи и снимем обзор. Мира, ты рвешься в наш старый дом? А зачем же дверь ломать? Кошки двери не ломают. Ну что, вчера мы заселились в новую квартиру, а сегодня я приехал, чтобы сдать старую и записать для вас небольшой обзор. Квартира, в которой мы жили целый месяц с момента приезда в Аргентину, у нас довольно маленькая. Вот, но в принципе она достаточно уютная. Она имеет классическую структуру, такую как вагонного типа, линейного типа квартира. Здесь одна комната, которая переходит сразу в другую. Ну, это у нас получается прихожая-гостиная. Здесь расположен письменно-рабочий стол с офисным креслом. Зону рабочую прихожую от гостиной отделяет диван, который стоит поперек комнаты. Здесь у нас жидкокристаллический телевизор, такой в средненькой диагонали, роутер, ТВ-приставка, журнальный столик. К слову сказать, это единственный стол, за которым здесь можно полноценно обедать всей семьей. Кроме диванов еще есть пуфики. Так, вот здесь давайте теперь пройдем на кухню. Кухня имеет такую дверь с ключом. На кухне все как обычно. Стандартного размера холодильник, микроволновка, газовая колонка. Здесь полноценная газовая плита. Даже есть кофеварка, наверное, это называется. Ей мы не пользовались. Единственное, мы использовали вот этот чайник под заварку. Вот такая вот небольшая лесенка, стул, мусорное ведро. Здесь же находится домофон. Вот, теперь давайте пройдемте в другую комнату. Здесь у нас стоит вентилятор, кондиционер, который работает на тепло и на холод. Мы, правда, им пользовались на холод. И когда в Аргентине было плюс 35-36, он, конечно, нас сильно выручал. Есть двуспальная кровать, которая, как обычно, здесь составлена из двух односпальных. То есть их можно разъединить, объединить и так далее. Окно я его сейчас не буду открывать, оно роль ставнями закрыто. Вот. Также в спальне есть огромный шкаф для одежды. Вот. Сюда поместились 3 наших чемодана и все наши вещи. Также здесь стоит конвектор для отопления в холодную погоду. Он нам, к счастью, не пригодился. Здесь вот куча плечиков для одежды, постельное белье. Так вот наша кроватка, прикроватная тумбочка. И пройдемте с вами в баню, то есть в ванную, туалет. Здесь у нас тоже душевая кабинка с классической душевой лейкой. Причем, когда мы только въехали, она была направлена практически на стену, и целый день мы мылись, прижавшись к этой стене. Потом я догадался ее поправить рукой, и стало чуть более комфортно. Унитаз, биде. Биде на самом деле классная штука. Мне очень удобно мыть обувь, и не только. Мусорный бачок. Зеркало с моей физиономией. Кстати, надо сказать, что эта квартира оказалась не очень приятным сюрпризом. Видите, вот такую вот маленькую штучку. Как думаете, что это? Не буду вас заставлять гадать. Это ловушка для тараканов, которая не работает. Аналогичная ловушка стоит у нас также на кухне. Я вам не буду показывать, но когда Таня убиралась и случайно задела ее, оттуда посыпалась куча незаконных жильцов. Вот, все-таки я вам покажу.
Выяснилось, что в этой ловушке они не умирали, а просто жили в ней. Вот так вот выглядит холодильник. В принципе, морозилка с ячейками для льда. В общем, полный пакет. Что хочу сказать по этой квартире. Конечно, она нас сильно выручила, когда мы сюда въехали в 10 часов вечера. Не представляя себе еще города, ничего. Мы ее решили снять удаленно через сайт Аргентина Форент или Форент Аргентина. Потом в описании дадим точную ссылку. Наша подруга Наташа незадолго до нашего приезда сходила к ним в офис, внесла предоплату, чтобы мы смогли сюда заселиться. Потому что онлайн там плюс 20% еще комиссия идет к стоимости. Сюда мы уже приехали в 10 вечера, нас уже ждали здесь менеджеры, мы с ними заключили договор, они нам отдали ключи и попрощались. Вот. Из минусов, как я уже сказал, это тараканы, но я думаю, это связано с тем, что в подъезде прямо на этаже стоит корзина, куда люди выкидывают мусор. В России уже во многих подъездах, домах мусоропроводы вынесли за пределы дома, и тараканов стало меньше. А здесь люди до сих пор стараются выкидывать мусор прямо у себя в подъезде. Из-за этого я думал как раз тараканы. Да, сейчас еще один покажу большой минус этого дома. Вы уже в одном из предыдущих роликов его видели, но я на всякий случай еще раз его покажу. Главный огромный косяк этой квартиры, вот он. Нет, не псевдобалкон, как можно было бы подумать, а вот этот вид из окна. Где-то там, наверное, сможете увидеть небо, не знаю, мне не получается показать. Вот небо. Вот. И там внизу где-то есть у нас полы. Причем все 4 окна нашей квартиры выходят в этот колодец. Поэтому мы вообще не можем угадать, какое сейчас время по солнцу и какая сейчас погода по сути. Снимали мы эту квартиру за $400, плюс было плюс было $40 комиссия агентства, через которое мы сдавали, и $165 залога. Залог я сейчас жду, приедет менеджер компании, все посмотрит, и мы с ней рассчитаемся. Что могу сказать? Сейчас эта квартира уже сдается за $500, но красная цена ей, с учетом всех минусов, которые я вам показал, тараканы, темная, абсолютно темная квартира и так далее, ну, не знаю, $300-350, но никак не 400. Я думаю, что дело в том, что это очень популярный район Палермо-Голливуд, тут прямо в 3 шагах. Проспект Санта-Фе с кучей магазинов, кафе, транспортных узлов. Здесь автобусы ходят, просто метро, очень всего много. Уехать можно практически куда угодно. Вот, наверное, только из-за этого очень высокий прайс. Но, честно говоря, мы не стали бы ее продлевать, даже если бы была возможность. Квартира уже забронирована на 2 месяца вперед. Мне будет, честно говоря, жаль жильцов, которые сняли за $500, если, конечно же, перед заселением здесь не потравят хотя бы тараканов. Думаю, что я скажу об этом менеджеру компании, пусть они решают этот вопрос, потому что если будут более прихотливые или требовательные жильцы, они могут вообще попросить у них деньги назад и съехать отсюда. Вот, на этом я заканчиваю и думаю, что в дальнейшем мы снимем обзор нашей новой квартиры. Она, конечно, более уютная. Вот, в общем, все увидите. Пока. Еще хотел добавить. Что я хотел добавить? Думаю, что на самом деле, если у вас нет вариантов, чтобы кто-то пришел и посмотрел квартиру для вас, как-то еще ее арендовал, и вам уже вот-вот в ближайшие дни надо прилетать в Аргентину, а жилья до сих пор нет, то этот сайт, эта компания очень даже удобный вариант.
То есть вот уже как минимум двое человек проверили на себе, они действительно существуют, действительно сдают в аренду квартиру, то есть это не обман. И если у вас нету, вы не хотите платить помогаторам какие-то огромные деньги, там сотни долларов, только за поиск жилья, потом еще платить агентству, которое сдает ту квартиру, еще там какие-то дополнительные платежи, то это самый оптимальный вариант. То есть за бронь они берут где-то от 40 до 100 долларов, дальше идет только стоимость аренды, и они действительно вам помогут с заселением, даже можно у них же прям сразу заказать и трансфер. Вот, то есть компания надежна, мы, думаю, несмотря на косяки этой квартиры, можем ее рекомендовать. В общем, обращайтесь, ссылка будет в описании.